прямом эфире делаем второй ритуал для практиков. Исцеление через Бригит. Бригит или Бригитту. Кто есть Бригит? Кельтская богиня, дочь бога Дагды, огневластая Бригитта, рыжая. Говорят, что боги создали ее из огня, точнее, родилась она, была создана своим отцом, но боги ее наделили, неправильно сказала, силой огня, для того, чтобы она поддерживала священный огонь богов. Она есть хранительница тайных знаний богов и тайна о них, то есть они настолько ей доверяют, что дают ей на хранение то, что самое дорогое для них, то есть их тайны, тайные науки. Бригитте был дан дар исцеления. Она есть богиня семейного очага, покровительница кузнецов, покровительница искусств, врачевания. Ей потом было приписано еще и как бы хранение магических тайн, которыми она может поделиться с людьми разных профессий, то есть дать тайну магии, дать тайну магии тем, кого я перечислила, то есть всем врачевателям, всем людям искусства, усилить их работы, то есть дать им такие потайные знания, которые помогут им в своей профессии быть лучше. Так вот, этот ритуал создан для того, чтобы с помощью Бригитты можно было лечить, врачевать людей. Но лечить не в том смысле, в котором принято считать, я говорила, повторяюсь, мы именно лечить как таковое, да, в этом понимании не имеем права. Лечить должны врачи. Но исцелять, привет, Яна, исцелять душу, исцелять тело человека, убирать, скажем так, недуги, которые можно убрать, ту же самую грыжу позвоночника, ту же самую болезнь кожи и прочее, прочее, вы можете, имеете право. Кроме того, с помощью Бригитты вы можете на время усыпить эту болезнь, чтобы оно не мешало человеку и не развивалось. То есть оно спало до поры до времени, пока они не найдут нужного врача. Этот ритуал только для практиков. Я объясняю, как этот ритуал можно провести. Можно провести и для себя, и, естественно, для людей. В основном, в принципе, мы стараемся ради людей, и это не секрет. С помощью богини Бригитты, ее силой мы даем, то есть активацию руне Квеорт. Квеорт есть погребальный костер. Руна не совсем огня, руна, скажем, всепоглощающего огня. Поэтому Квеорт называют погребальный костер. То есть Квеорт вызывает сожжение. Как в хорошем смысле, так и в плохом может вызвать. С помощью Квеорт делают и порчи, но с помощью Квеорт можно и врачевать людей, можно и вылечить, привести в порядок. Итак, вам нужно начертить 3 руны Квеорт на восковой свече. Запаситесь особым, то есть количеством свечей, сколько угодно там может быть. Вы должны будете читать до того, пока либо боль не прекратится, либо если это кожаная болезнь, краснота не уйдет, либо если это внутренняя какая-то болезнь, пока человек не усилится, то есть вы должны почувствовать, что человеку стало хорошо, тогда можете прекращать. Поэтому на всякий случай возьмите карандаш, либо маркер,
черный. Цвет должен быть черный, чтобы начертить на свече, проводить вокруг места, где болит, то есть или над головой человека, если всеобщее оздоровление вы делаете, да, уверяю вас, лечит и грипп, лечит и простуду, и все такое. Вот я, например, утром сделала, у меня утром была ангина, очень жуткая. Ангина, не знаю, почему проснулась. Но я, в принципе, у меня это нормально, понимаете, поскольку я работаю с разными людьми и делаю всякие разные вещи в день несколько раз. И очень может быть, там что-то состояние мне передалось. Ангины нет. Чуть-чуть вот это состояние простуды осталось, потому что температура была. И сейчас есть это самая противная температура, это 36 чем-то. Вот когда колотит, как будто от лихорадки. Ну, вчера я просто, не покрыв головы, по делам поехала и не заметила. Мне показалось, что вроде тепло, и, видимо, вот сразу же спохватилась. Но ангины нет. Ангина то есть ушла, и вот как раз благодаря вот этому ритуалу, чтобы вы знали. Если вы приглашаете человека, то вы должны над головой человека это читать. Если вы, значит, читаете над фотографией человека, попросите его отправить вам полные фотографии, полный рост, где он не крестит руки, ничего, так прям стоит. И желательно не сильно накрашены в естественном виде. Вы можете начертить эту руну на нескольких свечах, и вот прям как букет в руках держать, зажечь и проводить, читать, чтобы оно все растаяло. То есть в этом случае это зависит от желания мастера, каким образом он использует этот ритуал. Но то, что ритуалы с рунами архисильные, это я убеждалась не раз. Что хочу вам сказать, дорогие друзья, я очень редко работаю со ставами, потому что я вам сейчас объясню. Очень много есть форумов, где люди пишут, что вот они сделали какие-то ставы, а у них получилось наоборот, хуже, что у них получилась порча. Во-первых, люди, которые неопытные, не знают рунную магию, вообще кельтскую магию, суваться в это не должны, потому что руны не просто знаки. Руны могут свести человека с ума, если человек дотронется до них без разрешения. Руны могут сделать еще хуже, понимаете? Так вот, руны вообще сами по себе... Доброй ночи всем еще раз. Руны сами по себе любят работать отдельно, друг без друга, то есть они ревнивы. И легче концентрироваться на одной руне и оживить одну руну и получить больше толку от руны одной, чем делать ставы. Потому что, еще раз повторяю, ставы не всегда дают желаемый результат. Потому что в ставах соединение разных рун, тем более не очень знающего человека, могут привести, наоборот, к катастрофе. Я не собираюсь вам отчитываться, что это за руна на свечке. Будет нужно, услышите потом. Вначале уже полчаса об этом объяснено. Я каждому персонально не собираюсь отчитываться, какая руна на свечке. Тем более, что это ритуал для практиков. А не практикам нужно просто молча сидеть и слушать то, что я говорю, если они хотят вообще присутствовать в прямом эфире. Итак, если перед вами фотография человека, если вы вызвали фантом человека, как я в тот раз сказала, то есть вот недавно прямой эфир, вызов фантома человека. Можно вызвать фантом человека и над фантомом человека это читать. То есть представить этот фантом, вот руками создать ему некую такую, знаете, так, энергетическое некое поле, где он будет находиться. Потому что когда вы вызываете, вы руками практически сотворяете место, где он будет стоять и находиться, пока вы не отправите. Нужна концентрация, тут уйдет много энергии. После крутить свечкой, и человек все это почувствует. Я вас уверяю, что вы
сможете его вылечить за 1 000 000 километров, но здесь нужна очень большая концентрация силы. Еще раз повторяюсь, такие ритуалы делают люди, у которых очень большой опыт. Люди, которые в магии 2-3 месяца, им лучше вообще это не трогать. Вообще не трогать. Итак, нужно, нужен бокал пива, руна Квеорт начерченная. Либо, естественно, вы будете в процессе работы чертить и снова зажигать, снова крутить, снова очищать, пока не добьетесь результата. Поскольку у меня несколько статуй Бригит, вот одна из них, классическая такая статуя, хранительница очага, перед вами. Лучше ей поставить благовоние, черный алтарь, черные свечи. После проведения ритуала на следующий день вылейте возле дерева немного пива, поставьте остальное там, положите туда черный хлеб, отвернитесь и уходите. Это будет ваш откуп от руны Квеорт, потому что руны требуют откупа в любом случае. Есть ритуалы без откупа, где они берут нашу энергетику, есть с откупом. Да, это Квеорт. Погребальный костер Квеорт. У меня есть с руной Квеорт снятие денежных блоков. Просто отлично работает. Ты только успела, начала говорить, поставила, уже сыпятся звонки, звонки, звонки. Это погребальный костер или ритуальный костер. Он по-разному называется, но в любом случае ритуальный костер тот же самый. Культ Бригит настолько укоренился у северных народов, что когда они приняли христианство, то они не желали от этого отойти до конца. То есть они не желали уступить позиции. Бригит для них была верховным божеством. Она была хранительницей не только домашнего очага, но и домашнего скота. Она была дарующая благо, она была помогающей во всех делах. Она, значит, покровительствовала путникам и так далее. И пришлось христианству уступить. Видите, сзади нее вот тоже костер. Очень красиво сделано. Здесь в темноте не очень видно. Христианству пришлось уступить, и христианство, значит, придумала легенду для того, чтобы оправдать свое поражение, что якобы была некая Бригитта, жрица, которая приняла христианство. И вот в честь этой Бригитты, значит, праздник Имболк, который был посвящен богине Бригит, это 1 и 2 февраля, от 1 до 2, значит, переделали в день Святой Бригит. Из этих мастерили кресты, разные формы кельтского вот этого вот, кельтской такой плетенки, и вешали на двери, как привлекая как бы покровительство богини Бригит, как благодарность к Бригитте, и для того, чтобы этот дом был благословлен, чтобы этот дом полностью весь год, то есть его скот, его имущество этого дома было в сохранности и приумножалось. Так что, дорогие друзья, та самая любимая и неповторимая богиня кельтского пантеона, дочь великого Дагды, будучи целительницей заодно, кроме своих всех функций, может вам помочь в этом ритуале исцеления души, тела человека. Но то, что я думаю, что вам не нужно никакого подтверждения, я утром даже написала, что друзьям, что у меня что-то ночью ангина началась вообще непонятно. Даже от этой боли я проснулась. Потому что, говорю, простыла, надо за собой следить. Уже чай не весна.
Вот. И после вот проделанного практически ангина-то исчезла. Я думаю, сейчас проведу эксперимент, и все остальное тоже исчезнет, этот симптом. Итак, пойдемте далее, дорогие друзья. Зажигайте свечу. Я несколько раз видела у великих магуев зажигалки. Зажигалкой не зажигается свеча. Вообще зажигалка не используется в ритуалах. Огонь должен быть живой, природный. Через зажигалку делать нельзя. Я не говорю, что это прям преступление, но это не допускается. Профессионалы во всем стараются быть профессионалами, во всем. Выказывать уважение. Это уже не на автомате у тебя происходит. Тебе не нужно каждый раз себе напоминать: так, мне нельзя зажигалку, мне надо это. Никакого напряжения нет, никакой подготовки специально нет. Просто это у тебя уже на автомате, подсознательном уровне. Ты это уже знаешь, понимаете? Автоматически просто. Ставишь, берешь спички, ставишь свечи какие и так далее. То есть огонь должен быть настоящий. Поэтому, когда чиркают зажигалками, мне смешно. Дорогие друзья, я почему так отношусь сурово и бескомпромиссно к тем, которые называют себя практиками, объясню. От простого человека ничего не зависит. Он может делать ошибки, когда обращается, делает ритуал, может не делать. У него просто может не получаться, не более того. От практика зависит судьба и жизнь человека. Он на ошибки права не имеет. Понимаете, в отличие от обычного человека, с него спрос особый. И поэтому, когда ты видишь зажигалку лежащую там, которым зажигают свечи, когда ты видишь нестыковки, когда ты видишь незнание темы, когда ты видишь абсурд, ты сразу понимаешь, что перед тобой не практик, перед тобой тот, который очень хотел бы им быть или играет в магию, понимаете? Вот точно так же, как один режиссер сказал, если человек снимает фильмы, но объясняя свой фильм, свой сценарий, он допускает такие слова, как типа того, как бы вот это самое и так далее, для меня он перестает существовать как режиссер, потому что если он допустил вот подобные грубые ошибки при объяснении, если у него такой скудный языковой как бы запас, для меня он уже не режиссер. Я всегда думала, ну, из-за каких-то вот таких мелочей, сейчас я понимаю, что это не мелочи. Вот как он выражается, такова его душа. Если он выражается типа того, как бы это самое, то самое, как говорится и так далее, то он точно таким же способом типа того снимет фильм, понимаете? И вот то же самое. По плодам их узнайте их. Не потому, что вам рассказывают и говорят, а по их поведению, потому, что они себя представляют, потому, насколько они дают знаний. Вот по этим всем приметам и можно определить практикующего человека и дилетанта, и того, кто очень хочет им быть. Понимаете? Говорить можно что угодно. Разговорами сыт не будешь. Можно о себе говорить что угодно, можно рассказывать что угодно. Вот именно, да, язык не только проекция ума, язык еще и образ души человека. Как он говорит, так он и чувствует, так он и живет. Итак, начнем. Значит, нужно крутить свечой над тем местом, которое болит, если это боли. Либо, например, кожа лица, скажем так, в нарывах. Да, вам нужно лечить человеку лицо. Вы крутите над лицом. Крутите, разговариваете, то есть говорите это столько раз, пока не увидите, что, скажем, краснота пропадает. Если это грыжа позвоночника, как правило, она очень сильно болит всегда. Вы лечите, крутите вокруг этого места до того момента, пока человек не скажет: вот я чувствую какое-то жжение, я чувствую холод, тепло.
человек будет чувствовать, потому что Квеорт, он очень сильная руна и воздействует очень быстро и как бы ощутимо. Сразу это чувствуется. Жар, холод, каждый по-своему почувствует это. Это не угадаешь, как человек должен почувствовать, там, хорошо или плохо, холодно будет ему или тепло. Сначала начинается некое жжение, потом начинает пульсировать все тело, потом начинается ощущение, как просыпается кровь, начинает уносить, смывать эту боль. Еще раз убедительно прошу, без вмешательства врачей вам лечиться нельзя. Это всего лишь может улучшить ваше состояние, может, как вам сказать, поставить вас на ноги. Либо, если есть хронические болезни, которые, ну, бесполезно лечить, их просто подавляют, попробуйте их вылечить, попробуйте их исцелить, хотя бы на долгое время остановить. То есть это может помочь на долгое время остановить эту болезнь, чтобы она не прогрессировала. Заговорить пупочную грыжу, заговорить грыжу позвоночную таким же образом, остановить боль, очистить там от кожаной болезни, псориаз и прочее, прочее. Женские болезни, я вот женские болезни вылечила. Была у меня женщина, которая, ну, не очень приятно говорить, но, в общем, она всю жизнь страдала от очень нехорошего жжения, от постоянного воспаления, ничего не помогало на время. И она очень сильно комплексовала, потому что вы прекрасно знаете, что если у женщин воспалительный процесс, это сопровождается неприятными запахами и прочее. И она не могла ни с кем даже встречаться, потому что ей было просто стыдно. И потом это исчезло, абсолютно исчезло. Э, Этим можно вылечить, скажем так, воспалительный процесс, гнойные процессы. Этим можно ускорить вот очищение от воспаления гнойных выделений, скажем, где-то там нарыв, где-то там опухло, чтобы это быстрее раскрылось и ушло. Этим можно вылечить рожу, этим можно вылечить, скажем так, как он там называется, сейчас не помню, но чири такие неприятные, на лице выскакивает, на руках. Э, Потом, знаете, такая еще болезнь, как чешуя становится кожа, начинает чесаться, и прям чешуйчатость такая появляется неприятная. Как она называется, сейчас не помню, вот это сыпь. Временами появляется, от нехватка витамина это появляется. Да, фурункул и прочее, прочее. То есть вот после того, как вы проведете сеанс с человеком, я сейчас сказала, мне аж легче стало, начала вот крутить. Вот перечисляю вам те болезни, которые на самом деле заговариваются, да, разными способами. Но чтобы вы, скажем, не искали практики, как заговорить, какими способами и так далее. Вот это такие вот уникальные работы. Я всегда старалась дать практикам уникальные работы, которые могут применяться в различных случаях, когда человек даже не понимает, в чем дело, но взять просто и вылечить это. Потому что божество, богиня, ее сила, она сама понимает, что это за болезнь, и сама знает, как это вылечить. У меня есть и обращение к Асклепию. Если помните, да, бог Асклепий, ему приносили черного петуха, жертвовали вино, и он ночью приходил и говорил, какую траву собрать, как изготовить, что добавить, какие камни взять и так далее, и как вылечить. И люди лечились. То есть они приходили к Асклепию, просили его, и он ночью приходил и говорил, какая трава, как надо заваривать, что надо делать, чтобы этот недуг исчез. У меня и такой ритуал есть, старый, правда, он уже в старых этих записях, но он есть, ну, в книгах еще есть, мы напечатали. То есть я надеюсь, поняли, о каких болезнях идет речь. Итак, я крутить не буду, пусть она стоит. Когда человек уже почувствовал облегчение, неважно, сколько свечей вы потратили, поставьте эти свечи догореть. И пусть они догорают, и в конце эти огарки вы просто выкиньте. А на следующий день отнесите пиво и черный хлеб, ржаной хлеб или черный хлеб. Да. Итак, читаем.
Ян, тебе говорю, 25-я минута начинается. Там 42-я минута в первом ролике, здесь 25-я. Чтобы ты не искала особо. О великая дочь великого Дагды, огневласая Бригитта, хранительница знаний, защитница семьи, покровительница искусств, целительница тела и души. С благословения северных суровых богов я заклинаю тебя мне помочь. Исцели от недуга, помоги в беде, врачеватель, целитель души и тела. Силой богини Бригит я оживляю руну Квеорт и заклинаю мне помочь. О, Квеорт, силой великой Бригитты оживись и помоги мне в моем деле. О, богиня огня, силой руны Квеорт, сожги болезнь, уничтожь недуг, пусть горит болезнь в костре погребальном. Сожги Квеорт, убери Квеорт, болезнь и боль, недуг и хворь, гори болезнь в костре погребальном. Огонь горит, а Квеорт болезнь сжигает. О, дочь великого Дагды, о, великая целительница души и тела, исцели, излечи, убери болезнь своим святым дыханием, оживи руну Квеорт, и через руну Квеорт сожги, о огненная богиня, преврати в пепел болезнь и хворь, недуг и боль. О богини огня, силой руны Квеорт, сожги болезнь, уничтожь недуг, пусть горит болезнь в костре погребальном. Сожги Квеорт, убери Квеорт, болезнь и боль, недуг и хворь, гори болезнь в костре погребальном. Огонь горит, а Квеорт болезнь сжигает. Поверите, у меня аж очистились дыхательные пути. Ой, как пробили их. Я же говорю, что сила рун, она очень мощная, но и страшная, дорогие друзья. Поэтому будьте осторожны с рунами. Еще раз напоминаю, это для практиков, практикующих людей, которые с помощью вот этого ритуала будут вам помогать и себе в том числе. Практикующим на заметку, этим ритуалом можно и свою усталость сжечь и убрать. Можно убрать свою усталость. Можно помочь человеку, например, отодвинуть операцию. Можно помочь человеку убрать полностью болезнь. Но не рискуйте. Всегда говорите людям, что они помимо вас должны обязательно лечиться у врачей. Да, очистилась, голос четче стал. Вот, пробилась просто. Ну, сейчас вот закончу эфир. Один раз на себя еще раз проведу, уже и грипп уберу. Потому что у меня сегодня несколько вот таких вот ритуалов. Я люблю в прямом эфире, еще раз говорю, быстро загружается. За пару минут оно загружено. А так сидишь и ждешь, пока загрузится. Это нудно. Никогда не берите онкологических больных лечить. Вы можете им помочь, убрать эту болезнь, помочь найти хорошего врача, усилить организм, чтобы он мог бороться. Но время не теряйте, потому что вы потеряете время с этим человеком, и потом он не сможет себя спасти. На такие преступления идти нельзя, дорогие друзья, нехорошо. Некоторые думают, знаете как, нет человека, нет проблем. Она все равно помрет, никому не скажет. Ну, вам это не простят боги, поверьте мне. Они-то все видят. Вы можете скрыть от всех, но от богов вы не скроетесь, понимаете? Они вам обязательно это припомнят, помните это. Кто-то невидимый следит за всеми вашими движениями, за всеми. Вы никуда не денетесь, поэтому не рискуйте, не делайте такие преступные вещи. Мы лечить не вправе. Исцелять, вот уже, который перечислила, совместно с врачами. Они исцеляют тело, вы исцеляете ментальное тело, вы исцеляете дух человека, вы очищаете фантом человека, усиливаете, и он быстрее сможет это перебороть. Вот так еще, ладно, так еще возможно, но не иначе. Пользуйтесь на здоровье. Я себе тоже сейчас проведу слегка. И дальше сделаем. Да, вот нельзя влезть туда, куда нельзя. Всем удачи!